Всем привет и добро пожаловать! Я Наташа. А я Катя, и это подкаст для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас веселая, но в то же время сложная тема. Это тема юмор. Если просто юмор– это то, что нас смешит. Например, анекдот или комедийный фильм, забавная игра слов или нелепая жизненная ситуация, ну или смешной мем. Мгм. И сегодня мы обсудим разный юмористический контент, то есть видео, тексты и передачи, которые заставляют нас смеяться. Да, но давай сначала еще объясним, что такое чувство юмора. Чувство юмора– это способность человека понимать и ценить шутки. И, конечно, способность шутить самому. Уметь вовремя и к месту разрядить обстановку или вставить какую-нибудь остроту или рассказать историю так, чтобы всем людям было весело. Мгм. Часто говорят, у него или у нее хорошее чувство юмора, то есть человек умеет шутить и понимает шутки. Также еще можно сказать, у него, у нее плохое чувство юмора. Это когда человек хочет шутить, но не может. Он хочет понять шутку, но не может. И иногда мы можем сказать, у него, у нее нет чувства юмора. В этой ситуации человек воспринимает мир абсолютно серьезно и не понимает иногда, что перед ним шутка. Ага. Да. Для меня, например, чувство юмора– это очень важно. Я сама люблю шутить, я ненавижу, когда кто-то долго, монотонно говорит все абсолютно серьезно. И для меня еще, кстати, важно, чтобы не просто у человека было чувство юмора, а чтобы его чувство юмора совпадало с моим чувством юмора. То есть, чтобы Мгм. мы были похожи в этом. А ты что думаешь? Для меня чувство юмора тоже очень-очень важно. Мой собеседник не должен быть каким-то гением юмористического жанра, но если я вижу, что у человека совсем нет чувства юмора, скорее всего, я не продолжу общение с этим человеком. Для меня это будет слишком тяжело. Мне будет тяжело слушать этого человека, правильно, как ты сказала, и тоже будет тяжело шутить, но не видеть и не слышать никакой реакции. Да, да. И перед тем, как мы продолжим, хочу напомнить, что у нас есть разговорный клуб. Разговорный клуб– это отличная возможность побороть языковой барьер, хорошо провести время, практиковать свой русский и найти новых друзей. Все детали в описании, присоединяйтесь. Теперь перейдем к юмористическому контенту. Раньше самым популярным юмористическим жанром в России был анекдот. Анекдот– это короткая, смешная, вымышленная история, у которой обычно есть неожиданный финал. И сейчас, конечно, анекдоты рассказывают редко, в основном это старшее поколение. Ну а молодые люди, конечно, больше предпочитают пранки. И, как вы понимаете, пранк– это слово из английского языка. У нас тоже есть слово в русском языке для пранка. Это слово «розыгрыш», но слово «розыгрыш» уже не используют так часто, как используют слово «пранк». И пранки могут быть легкими, безобидными, а могут быть достаточно жесткими. Катя, и я хотела спросить тебя, как ты относишься к черному юмору, потому что черный юмор это довольно-таки жесткий юмор. Но сначала объясню, что такое черный юмор. Черный юмор это шутки над чем обычно плачут. Над смертью, над болезнями, над неудачами. И в каком-то смысле это способ справиться со страхом через смех.
Итак, мой вопрос для тебя. Как ты относишься к черному юмору? Я люблю использовать черный юмор, но только с моим мужем, М, потому что его это триггерит, его это смущает. А как известно, в этом и есть смысл черного юмора. Но в целом я больше люблю добрые шутки и интеллектуальный юмор. А ты? Я люблю черный юмор, очень круто, когда передо мной человек, с которым можно так шутить. Потому что когда это, новый знакомый, например, ты еще не понимаешь, где эта граница, какие шутки можно озвучивать, какие шутки нельзя озвучивать. Также и с матом. Ты еще не понимаешь, можно ругаться матом или нельзя ругаться матом. Но мне нравится этот момент, когда ты понимаешь, что вы с человеком на одной волне, на Мгм. одной юмористической волне, и можно использовать этот юмор. Но, конечно, есть темы, которые я тоже буду игнорировать, которые слишком жесткие для меня. Да. Мгм. Прежде чем мы расскажем больше о таких темах, хочу заметить, что, мне кажется, худший момент в юморе — это когда ты используешь самоиронию и шутишь над собой, иногда жестко, чтобы, ну, повеселиться, а другой человек не понимает самоиронию и начинает тебя успокаивать: "Нет, нет, что ты Да. не такая". Это бывает действительно. Или когда ты говоришь что-то с сарказмом, и Вот. человек не понимает, что это сарказм. Фух, в такие ситуации, конечно, в таких ситуациях хочется просто испариться. Да, да, Потому что неловко. не хочется, да, не хочется объяснять, что это была шутка, это был сарказм, бла-бла-бла. Да. Да. Ну, теперь о таких жестких запретных темах. Мгм. Да, в юморе тоже есть табу. Табу, вы знаете, это запрет, то есть темы, на которые нельзя шутить вообще, потому что эти темы могут обидеть людей. И, конечно же, такие темы — это религия, очень чувствительная тема, трагедии и здоровье детей. У каждого человека свои границы, но все-таки эти темы, точнее, на эти темы все-таки люди не шутят. Да, мне кажется, что в России, например, такая тема табуированная — это Великая Отечественная война. Обычно, если человек пошутит на эту тему, то других людей это может триггерить, расстроить. Ну, и я, в общем-то, понимаю, почему. Да. Да, я тоже. Да. Ну и, конечно, мы видим сейчас, что границы юмора и сам юмор, его стиль, они очень меняются. И ты, например, видела, над чем смеется сейчас поколение альфа? Это дети, которые родились после 2010 года. Их юмор часто называют абсурдным или постиронией. И они используют всякие слова, как, например, сигма, кибиди и видз. Я как старушка еле произношу эти слова. Да. И юмор — это еще одна тема, о которой спорят поколения. Ведь старшие люди, старшее поколение часто может говорить: вот у нас был понятный и смешной юмор, а ваши шутки — это бред и абсурд. Ну и давай дадим немного культурного контекста и поговорим о самых популярных юмористических шоу в России. Начнем с классики, которую знают все в России, кто родился в прошлом веке, потому что когда наши родители раньше после работы смотрели телевизор, они смотрели передачу «Аншлаг» и выступление артиста по имени Евгений Петросян. Мгм. Давай поговорим об этом мужчине чуть побольше. Евгений Петросян — это комик старой школы, и для поколения наших родителей его шутки, конечно, очень смешные, потому что, как мы уже сказали, у каждого поколения свои границы шуток, свой стиль шуток. Но для поколения помладше его шутки уже такие
банальные или очевидные, и для нас это уже не смешно. И это настолько не смешно, что имя, ну, или фамилия Петросян стала нарицательной. И если кто-то шутит очень плоско, глупо, нелепо или старомодно, мы можем сказать, что он петросянит, как глагол, или что этот человек как Петросян. Хватит петросянец, а почему-то такой Петросян. Такая фамилия, такой устойчивый образ. Да, но, конечно, больше эти фразы встречаются у миллениалов, потому что мы еще смотрели тоже «Аншлаг» с нашими родителями, и мы придумали, наше поколение придумало эти термины, а вот поколение зумеров и альфа, они, скорее всего, уже это не знают и не используют. Мгм. Хорошо. Другое культовое шоу — это КВН, клуб веселых и находчивых. Это игра, где команды из разных университетов соревнуются в юморе. И в этом шоу есть разные конкурсы, домашнее задание, музыкальный конкурс, импровизация. И КВН дал старт почти всем современным российским комикам. Обычно так звезды юмора начинают свой творческий путь. Они сначала играют в КВН, а потом, когда становятся известнее, они уходят в другие юмористические шоу. Ты смотрела КВН? Если честно, мало смотрела, как-то мимо меня прошла эта тенденция. Может быть, потому что в нашей школе не было команды КВН, и когда я пришла в университет, это тоже уже было не так популярно. Ам, вот каким-то образом я не знаю основные команды, эти культовые номера, которые знают все. Но, конечно, мне встречалось в интернете несколько эпизодов, и я знаю, какие звезды, какие известные комики пришли из КВН. А ты? Ты смотрела? Да, я смотрела КВН в школьные годы, но потом в какой-то момент стало слишком много политических шуток. И эта программа, эта передача, это шоу транслируется по главному государственному каналу. И, конечно, шутки и номера должны соответствовать повестке в государстве. И в какой-то момент резко я просто потеряла интерес к этому шоу. Мгм. Понятно, хорошо. Давай поговорим еще о нескольких комедийных шоу. Одно из самых популярных шоу нашей молодости — это Comedy Club. Это Не очень... говори так. Я вот не знаю, как называть период времени, когда ты только поступил в университет, и вот эти 6 лет, такой как-то пик молодости. Но в своей голове я делю это на глупая молодость и умная молодость. Вот глупая молодость была тогда, и после наступила умная молодость. Хорошо. Еще одно юмористическое шоу нашей глупой молодости — это Comedy Club. На самом деле Мгм. похоже на КВН, потому что там тоже представлены номера, иногда заранее подготовленные, ну, как правило, заранее Мгм. подготовленные. И единственная разница, такая основная, что это не соревнование, и там люди ничего не выигрывают, а они уже находятся в этом клубе, они уже известные комики, и они используют юмор, чтобы создать это шоу. Так, кстати, иногда, даже часто используют шутки ниже пояса. Мгм. Да, давай объясним, что значит шутки ниже пояса. Это юмор на любые интимные, неприличные и даже табуированные темы. Проще говоря, это шутки про секс, анатомию человека и любые другие физиологические процессы. Да. Вскоре после Comedy Club появилось и шоу Comedy Woman. Нетрудно догадаться, что это похожее шоу, но с женщинами-комиками.
Но, кстати, оно было не так популярно. Да, мне тоже кажется. Мгм. И в какой-то момент такие шоу стали тоже терять популярность, так как в Россию пришел жанр стендапа. И у нас есть шоу стендап, у нас есть шоу женский стендап, у нас есть шоу открытый микрофон, может быть, еще какие-то, о которых я не знаю. И также в этом жанре нашли себя многие выпускники КВН. Мгм. Да. И затем появилось также шоу «Импровизация», в котором люди импровизированно шутят. То есть они там не готовят заранее какой-то номер, программу, а действительно шутят, придумывают сюжеты здесь и сейчас. И участники этого шоу сейчас делают много разных юмористических программ и каналов на Ютубе. Ну и давай поговорим про легенду юмористического контента на российском телевидении. Это передача «Вечерний Ургант». Ургант — это фамилия российского актера, телеведущего, шоумена. Невероятно харизматичный мужчина с прекрасным чувством юмора. Я думаю, все со мной согласятся. Очень сложно найти человека, которому не нравится Иван Ургант. И его шоу «Вечерний Ургант» — это обычное вечернее шоу, куда приглашаются известные люди для интересного диалога. Но благодаря Ивану, благодаря его юмору, его харизме, каждый выпуск этого шоу просто произведение искусства. Но, к сожалению, шоу было неожиданно закрыто в феврале 2022 года. Вопрос недели. А вы смотрите юмористические шоу? Спасибо, что прослушали или просмотрели этот выпуск до конца. Становитесь патронами нашего подкаста, получайте скрипт каждого эпизода и список слов в Quizlet, доступ к закрытой группе в Телеграме, а также место в разговорном клубе. Все детали в описании. Пока-пока. Пока-пока.